А у меня теперь вопрос к Подоляку и к Зеленскому, которые вот обращаются с недовольством, но это еще только начало. А что вы скажете на вот это вот? Про свободу слова, про свободу слова, про свободу слова, про свободу слова і про багато чинників, які мають бути в демократичних країнах. Здравствуйте. Саммит НАТО в Вильнюсе закончен. Мы получили всю информацию, мы получили итоги, и сейчас с вами мы это все обсудим. Как все начиналось? Этот саммит был анонсирован давно, мы к нему готовились. Чем ближе была дата, тем было больше новостей, разных инсайдов, вариантов, предположений. И за несколько дней до саммита появилась информация, что Зеленский отказывается ехать, если нам отказывают в принятии в НАТО. Потом он все-таки едет. И вот он приезжает. Приехал он вечером 11 числа, когда уже много, ну скажем так, не совсем позитивной информации было. И он просто-напросто отказался выступить. Давайте я вам зачитаю, что сказал Зеленский в конце первого дня самміта. Ну, коротко і тезісно це звучало так. Сьогодні я поїхав у дорогу сюди з вірою у рішення, з вірою у партнерів, з вірою у сильне НАТО. У НАТО, яке не сумнівається, не втрачає час і не озирається на будь-якого агресора. І я хотів би, щоб ця віра стала впевненістю. Впевненістю у рішеннях, на які ми заслуговуємо. Всі ми заслуговуємо і очікує кожен наш воїн, кожен наш громадянин, кожна наша мати, кожна наша дитина. І хіба це за велике бажання, сказав президент під час виступу у Вильнюсе. Мы сейчас с вами еще много всего обсудим, и не только Зеленского, очень много составляющих, и подведем итоги. Но вот по итогам первого дня я даже сделал пост в телеграм-канале, что мне сразу пришло в голову. Мне в голову пришло, что Зеленский уже настолько вжился в роль, как когда-то он вживался в роль Голобородька, он совершенно уже не ощущает и, видимо, просто не понимает. Он думает, что «Слуга народа» сериал продолжается, он думает, что выступая в НАТО, это то же самое, что он толкал речь под камеру для сериала «Слуга народа» со своим популизмом. Этот популизм уже здесь у всех вот так вот стоит, и такими спичами он только обозляет против себя наших западных партнеров. Я другого просто не нахожу. Все то, что он сказал, можно заменить несколько слов и спросить про реформы в Украине. Реформы нужны и воинам, и детям, и всем громадянам Украины. Почему всегда его речь направлена на кого-то, как будто бы нам все время кто-то мешает? В этом случае он президент, и у него монобольшинство в Украине. И он не сделал ничего за 4 года каденции. Но к Зеленскому мы сейчас еще вернемся. Давайте послушаем других важных деятелей нашего государства. Згадали про те, що ще залишилося домашнє завдання в Україні, в тому числі в контексті реформ. Які саме політичні реформи наразі має завершити Україна, щоб ми змогли казати про те, що цей фактор вже не має значення? НАТО – це не тільки військовий альянс, це ще і про демократію, це ще про права людини, про свободу слова і про багато чинників, які мають бути в демократичних країнах. Перш за все, нам треба дуже багато буде зробити саме в цій царині. Ми сьогодні точно можемо сказати те, що наше військо відповідає вже стандартам НАТО, і наші дії нашого війська відповідають стандартам НАТО. Тут питання ні в кого не виникає. Перехід на технічне озброєння по стандартам НАТО нам ще предстоїть. У нас вже цей процес зрушився з мертвої точки. І якщо на 24 лютого ми мали одиниці озброєння натовського стандарту, то сьогоднішній день таких одиниць стає все більше, більше і більше. І це ми, скажімо так, питання точно закроємо найближчим часом. Питання нашого внутрішнього реформування, нашої внутрішньої трансформації, як заявив президент нашої країни, на засідання Верховної Ради, присвяченої Дню нашої Конституції. Я думаю, що питання доктрини, яка на сьогоднішній день буде активно розглядатися на всіх рівнях нашої країни, якраз буде давати відповідь на те питання, які ви нам на сьогоднішній день зараз мені задали. Данилов прям растет на глазах. Даже Данилов сказал про свободу слова. Друзья, внимание, я могу теперь с уверенностью утверждать, Данилов точно не будет на следующих выборах в Зе-команде. И демократические реформы, и свобода слова – это вообще ключевое, на чем стоит все. И без этого вообще нет смысла о чем-либо говорить ни про реформы, ни про альянсы, ни про будущее. Ну серьезно, Данилов прям вырос в глазах. Может быть, не все потеряно, я не думаю, что сейчас время было бы для такой показухи. В любом случае, это хороший сигнал.
Теперь слушаем дальше. Що мене трошки здивувало, і ще раз підкреслюю, ми розуміємо, що ніхто не буде приймати, поки йде війна, і про це Столтенберг заявив, що всі країни точно наполягають на тому, що поки йде війна, прийняти і зробити членом Альянсу Україну неможливо, але мене трошки здивувало інше. Вони не дали відповідну оцінку Російській Федерації. Належну оцінку. Да? Ну, тобто вони не назвали цю країну, що ця країна використовує терористичні методи ведення війни, що ця країна порушує, абсолютно свідомо порушує всі можливі конвенції, в тому числі щодо війни і ведення війни як такої. І взагалі, так знаєте, обережно сказали, ну ми ж з Росією не воюємо, ми взагалі якби от поруч стоїмо і так далі і тому подібне. Знаєте, чому я про це згадую? Тому що НАТО ж певний час гралось в гру, що давайте інтегруємось з Росією разом. Ви пам'ятаєте, і була програма там певної інтеграції Росія-НАТО, і знову ж таки була Рада Росія-НАТО, нагадаю, і так далі. Тому оце дивує неготовність називати речі своїми іменами, а це знову ж таки в свою чергу символічно говорить Росії, що її продовжують боятись. Ну, с этим все понятно. Это Лизаблюдище, автор информационной политики Украины, голова говорящая Офиса президента. Нормально вообще у Подоляка вопрос, а почему это на саммите НАТО недостаточно осудили Россию, не рассказали, какая она плохая? А в этом еще кто-то нуждается? Кто-то в мире еще сомневается, кто такая Россия? Или тема саммита НАТО это Россия? Подоляк вообще ничего не перепутал? Тема саммита НАТО это НАТО как организация. И текущие вопросы, например, принятие там какие-то взаимоотношения с новыми членами, Швеция, Украина, к будущим. И вы только вдумайтесь, этот человек главный спикер Офиса президента Украины на сегодняшний день. Мне кажется, это просто какой-то приговор. А у меня теперь вопрос к Подоляку и к Зеленскому, которые вот обращаются с недовольством, но это еще только начало. А что вы скажете на вот это вот? Так, як ми бачимо на відео, на траві знаходяться грошові кошти, а саме купюри, 100-доларові купюри, так? Доларів США. Друзья, я когда это смотрел, это не впервые, когда я вижу взяточника, но для меня все это так мелко, низко, ничтожно. И как эти люди смотрят на себя в зеркало, чтобы идти в народные депутаты и не самореализовываться в плане войти в историю, какие-то хорошие законопроекты подавать, серьезные, и выступать, они идут туда вот таким вот заниматься. Как она смотрелась ничтожно? Из какой она партии? Она из партии «Слуга народа», из фракции «Слуга народа». Кто этого человека туда взял? Расскажите, пожалуйста. Идет саммит НАТО, а в новостях мы вот это вот видим. Да мне просто стыдно. Мне кажется, после такого видео, хорошо, что с нами вообще кто-то еще где-то разговаривал. И вот второй день НАТО наступает. После первого дня все СМИ, естественно, я это прогнозировал на своем специальном стриме, начали поливать, какие все плохие, весь мир против нас. Кстати говоря, я хочу вам сказать, вот у нас в Украине сейчас есть культ личности, когда если ты не за Зеленского, ты враг народа, и значит ты сразу автоматически против Украины. Мы сейчас пришли к второй очень опасной вещи. Вторая опасная вещь заключается, тоже это все то же самое, что в России есть, там тоже культ личности. Так вот, в России всегда виноваты все. Мы все смеемся в пабликах, когда публикуют, когда эти блогеры и не блогеры, вот, русофобия во всем мире, нас не любят, да что ж такое, весь мир против нас, мы такие хорошие, мы же такие вот великие, замечательные люди. То же самое сейчас пытаются сделать в Украине. Мы хорошие, у нас все хорошо, зараза, весь мир против нас, и там нам не дают, и вот здесь нам ничего не помогают. Это очень опасная игра, которую подогревает офис президента в лице вот этих подоляков, да и сам Зеленский. Но уже наступил второй день, и Зеленскому сделали члены саммита НАТО очень серьезное замечание, об этом открыто писала американская пресса. Они ему сказали,
подостыть, быть очень осторожным в своих высказываниях. Министр обороны Великобритании Бен Уоллес вообще сказал, что он почему-то думает, что мы Amazon. Amazon это marketplace, ну просто кто там для старшего поколения, это сайт, на котором вы все что угодно можете купить. Вот он провел такую альтернативу, что как бы страны Запада это такой для Зеленского Amazon. В корзину вот это добавлю, вот это добавлю, вот это добавлю, только оплачу еще за счет, бесплатно, получу за чужой счет. Но когда доходит речь до его действий, так у него 4 года бедлам в стране происходит, ни одной реформы не проведено. Он просто пришел, возглавил гнилую систему, вместо того, чтобы все прийти и изменить, разрушить эту систему. Он пальцем не пошевелил. Так если бы хотя бы все осталось так плохо, как было, везде стало еще хуже. Но в конце второго дня парочку видео мы видели Зеленского с Байденом. Видимо, он там хорошенько получил, ему там опустили на землю, сказали. Но самое главное, оппозиционное, насколько сейчас еще есть там какие-то блогеры, там остатки какой-то подобия на прессу в Украине, после первого дня сказали: так подождите, у нас же внешней политикой командует Зеленский, считайте, там и чуть-чуть Ермак. Ермак как бы всем командует, но сейчас Ермак это президент Украины внутри, а снаружи как бы Зеленский во внешних делах. Так что мы видим? Хваленый Зеленский провалил и внешнюю политику. Они это прочитали и поняли, это бьет сейчас по нашему политическому рейтингу. И уже по итогам второго дня, оказывается, все хорошо, саммит НАТО прошел прекрасно. Он прошел просто великолепно. Задачи выполнены, как сказал Зеленский. Могло все пройти идеально, но прошло просто отлично или просто хорошо. Как у нас все резко за одну ночь меняется. А ведь всего лишь какие официальные итоги саммита? ПДЧ отменяется, то есть мы будем иметь право по сокращенной процедуре пройти в будущем. Основное замечание саммита НАТО. Это хорошо озвучил Кирби, давайте я вам сейчас зачитаю дословно. Частью процесса вступления является наличие здоровой живой демократии, здоровых, жизнеспособных, устойчивых демократических институтов. И в Украине еще есть над чем работать в этом плане, сказал Кирби. Среди ожидаемых реформ он назвал искоренение коррупции, развитие демократических институтов, создание сильной судебной системы, установление верховенства права и другие ключевые показатели. Мы должны помнить, что украинцы воюют и погибают за свою страну, и должны сосредоточиться на том, чтобы помочь им добиться успеха. Затем мы определим путь для возможного членства в НАТО, который даст Украине время и пространство для работы над некоторыми реформами, в то же время имея обязательства и гарантии безопасности от Запада. Ну, проще говоря, на этом саммите речь шла больше о гарантиях безопасности. И, по сути, нам предоставили гарантии безопасности 7 стран до окончания войны. И только после окончания войны, якобы на саммите в следующем году, мы вернемся к разговору о принятии. Я лично, даже это для меня много, я вам честно скажу. Потому что по всей политике Зеленского я вообще не вижу ни одной причины, по которой нам и это должны были давать. Нам и это, кстати говоря, дали, только потому, что есть опасность от России. Они не могут допустить захвата Украины, оккупации Украины. Чтобы вы просто понимали. Нам дали не из-за того, что мы хорошие, Зеленский у нас великий президент. Они преследуют свои интересы. И каждый президент, каждая страна руководствуется своими интересами. В том числе даже когда в рамках альянса идут какие-то обсуждения и движения. Разве кто-то верил, что по итогам Вильнюса нас возьмут в НАТО? Или скажут дату, что вот сейчас вы войдете. Нет, у нас, во-первых, идет война. Давайте еще не забывать об этом. И ничего не происходит. И мне очень нравится, что конкретика была в плане реформ. Демократические институты, даже Данила сказал, свобода слова. О чем этот сигнал? А коррупция там, в каждом предложении коррупция. Это сигнал о том, что прекрасно все осведомлены о яйцах по 17, о миллиарде долларов, которые ушли из Министерства Резникова в никуда, которые просто, прямо говоря, разворованы, судя по всему, как это показывает пресса. Это о том, что нет в Украине никакой свободы слова. Американская пресса говорит, Зеленский собирается затягивать войну, чтобы рулить Украиной столько, сколько он захочет. Конечно, это перебор, перегиб, никому это не нравится. Это просто сигнал, что ты должен провести выборы весной следующего года. Война или не война. И должна быть свобода слова. И заканчивается своим телемарафоном. Дать свободу прессе. Вот в чем идет сигнал. Демократические институты — это не ручное управление государством. Этот хороший, значит, пусть все с ним будет хорошо, а этот плохой, натравлю на него, как Ермак с Атаровым, СБУ, ДБР или там МВД. О каких демократических институтах речь, когда министр МВД угрожает санкциями мужчинам, которые незаконно выехали? О чем вообще идет речь? Посмотрите, что делает ТЦК. Вы думаете, они этого не видят? Этот ТЦК действует по стандартам НАТО?
Это Зеленский всерьез думает, что нас должны были принять в НАТО, а ТЦК будет так вот хватать людей и избивать людей. Видели во Львове? Просто избили человека, газовым баллончиком забрызгали. Это о чем вообще идет речь? Это взятку берет во время войны просто в тупую, в нагляк. Я для чего это все говорю? Я предлагаю всем не скатываться вот в эти вот российские мансы. Потому что иногда так кажется, что дай нам ядерное оружие, много, нефть и газ, и мы почти ничем не будем отличаться. Нет, мы же другие, так давайте будем другими до конца. В каждом видео призываю перестать ругаться, по какому бы то ни было поводу, разделять друг друга, соревноваться в патриотизме, кто больше пострадал, кто на каком фронте и в каком окопе. Это все недопустимо. Такого нет нигде в мире. Так никто в мире друг к другу не относится внутри своей страны, как мы. Пусть вас перестанут всех интересовать другие страны, в частности Россия. Мне лично все равно, как живет Россия. Давайте об Украине говорить. И об этом мой канал. Мы говорим о настоящем и о будущем. Не надо вот это мять воду в ступе. Есть вполне конкретные 5-6 пунктов, которые можно сделать здесь и сейчас Зеленскому. И я еще раз говорю, я рад про свободу слова, что сказали. Не может быть такого, что люди оказываются в политической миграции, которые могут быть полезны своей стране, во-первых. Не может быть таких беспределов в плане в Минобороны. Вот эти вот все, повторяюсь, военкомы, ТЦК. Этого просто всего не может быть. Это просто показатель того, что Зеленский вообще не контролирует ситуацию. Ее, ну как контролирует, громко сказано, ее курирует Ермак. Ермака, в принципе, все устраивает. Его личные интересы соблюдены. Почему? У всех чиновников, и Резникова, они все живут просто-напросто другой жизнью, не той, которой живете вы. Им очень выгодно стравить между собой людей. Вот они свысока сидят, стравили. Военные, идите на гражданских. Там вы рассказывайте, чему на украинской мове размовляют. Что ты не в окопе, пусть поспрашивают. Еще там что-нибудь. А мы сверху будем пилиловым заниматься, укреплением власти, тоталитарный режим обустраивать себе. Портфели делить. Вот чем мы будем заниматься. Они пусть себя грызутся. Вот такое вот отношение. Просто нужно это все понимать. Поэтому, если коротко, никакой трагедии не произошло. Просто все так, как оно должно быть. У нас есть свои интересы, мы должны заниматься своей страной, они занимаются своими странами. В каких-то моментах наши интересы совпадают, прекрасно. И поверьте мне, будет следующий саммит НАТО, даже если случится победа, если это все не будет исправлено, никакого НАТО быть не может. Никто нас туда не возьмет, и будет саммит 2024, а Зеленский уже прицелился туда ехать в статусе президента. Нет, ребята. Дай бог будет уже окончание войны, но этого не будет. И я вам сразу хочу провести параллель. Сразу хочу провести параллель. Вспомните мои слова. Придет момент мирных переговоров, и точно так же будет психовать, а он будет проходить в очень похожем формате на саммит НАТО, просто меньшим количеством участников, и там будет Путин. Но формат будет очень похож. И он будет там психовать, эти все будут дергаться, рассказывать, что здесь нас обидели, здесь несправедливо. Когда придется искать консенсус, придет время компромиссов, а без компромиссов ничего не получится. Будут такие же психи, все будут виноваты, Америка не так договорилась, Германия, Франция не так договорилась. Но ничего не изменится внутри страны. Самое главное, это цели, для чего это все делается. Но эта тема, понятное дело, для другого видео. Но в целом, я думаю, я раскрыл вам мысль. Напишите свои обязательно комментарии, подпишитесь, поставьте лайк, колокольчик. Пока.